Сегодня мы пришли в городской музей Амстердама, так называемый Стеделик музей. На данный момент здесь проходит выставка одного из самых известных фотографов Голландии, Ринека Дайкстра. Ринека Дайкстра провела достаточно много времени, занимаясь коммерческой фотографией, от которой она очень устала, потому что модель всегда ведет себя искусственно, всегда нужно, чтобы она улыбалась или приняла определенную позу. А Ринеке хотелось какой-то больше естественности от моделей и запечатлевать такими, какие они есть. Она очень сильно прославилась своей серией «Подростков на пляже». Ринеке Дайкстре было интересно запечатлевать эту группу людей, потому что подростки, они еще уже не дети, но еще и не взрослые. Соответственно, взрослые могут на себя всегда надеть эту маску искусственную и показать тем, кем они не являются. А подростки, как правило, очень натурально, это проявляется в их позах, в их языке тела, в их эмоциях и так далее. И поэтому, когда ты смотришь на эти фотографии, это, естественно, очень видно. К сожалению, эта серия не представлена на данной выставке, на которой мы сейчас находимся в музее, но сразу после этой известной серии Ринека Дайкстра решила поэкспериментировать с видеоформатом. И она пришла в клуб в Ливерпуле и потом в один из голландских клубов, где она установила свои мини-студии и просила людей из толпы танцующей зайти в ее вот эту мини-студию и снимала то, как они танцуют, но уже при свете, при белом фоне, и где они остаются один на один с камерой. Это очень забавно наблюдать. Просто обычно, когда мы приходим в клуб, мы видим обычно танцующую массу, где ты редко можешь увидеть какого-то отдельного индивидуума. А тут ты видишь то, как они одеты, то, как они двигаются. Кто-то курит, кто-то пьет, их эмоции, как они меняются, как они пришли свеженькими, и как под воздействием алкоголя или каких-то наркотиков они уже уставшие, изнеможденные от танцев, от всего происходящего в клубе обычно. То есть таким образом она запечатлила портрет тоже, только более в продолжительном формате, чем просто один кадр, фотография. Что мне понравилось, это еще наблюдать за людьми, которые смотрят эту инсталляцию. Мне кажется, это интересно любому поколению. Как бы поколение 25-35 лет в этом возрасте, кто люди находятся, они могут себя узнать, потому что они когда-то танцевали также в этой массе, и это на самом деле сейчас смотреть очень забавно. Люди взрослые смотрят на это, о боже, это очень забавно на это смотреть, но неужели мой ребенок также себя вел? Более младшему поколению интересно, потому что для них это что-то немножко другое. Сейчас уже нет такой волны прям вот этих клубов и такой музыки, и в целом смотреть на эту одежду, которая была в 90-х. В общем, я была не то чтобы восхищена, но мне очень понравилась эта инсталляция видео. К сожалению, в интернете никогда не предоставлялось возможным увидеть в том формате, в котором ее видно в музее, поэтому я прям очень довольна. Что я могу сказать о Ринеке? Я могу сказать, что я не самый ее большой поклонник и преданный фанат, но я совершенно точно признаю ее талант. Мне бесконечно нравится, как она через маленькие детали фотографии, через позу, через кожу, через взгляд передает особенности каждого своего портретуемого. Лично я влюбилась в Ринеку благодаря ее серии о женщинах сразу после рождения их детей. Эта серия состоит из 3 портретов, 3 женщин разных через час после того, как они родили своего ребенка. За что я люблю конкретно эту серию, этот проект? Это за то, какой сильный для меня, во всяком случае, посыл эти фотографии дают.
они не показывают рождение ребенка через приукрашивание, милость, такие мимимишные ощущения, розовые тона. Нет, это абсолютно честная фотография, без приукрашательств. Она показывает одновременно гордость этих женщин за то, что они сделали, за то, что они дали жизнь, новую жизнь своему ребенку, и при этом они показывают, что это сложный процесс, о том, что они устали. У одной из них течет кровь по ноге, потому что роды были буквально час до этого. На другой из них надеты хирургические трусы, которые смотрятся, безусловно, очень нелепо, но это часть этого процесса, часть родов. И я осознаю, как много конфликта в этом, и как много людей скажут: я не хочу это видеть, зачем мне смотреть на этих женщин, которые некрасивые, которые стоят здесь голые, и это типа таинство, но на самом деле, мне кажется, в этом очень много ханжества, в такой позиции. Да, женщины, рожайте, но, пожалуйста, не показывайте нам, как вам это далось. И быть гордой, и быть одновременно уставшей, мне кажется, естественно для такого момента. Поэтому, да, это моя любимая серия, и благодаря ей я, собственно говоря, начала смотреть на Ренику уже с большим пониманием того, как она работает.